Всем привет! На связи Тюмень у нас. У нас тут новый необычный объект. Это у нас будет камин. Он как бы угловой, под лестницей будет он вообще. Ну и будет не совсем обычный, он будет весь... То есть тут прямых углов снаружи вообще никаких нет и не будет. А здесь получается все полукруги вот так вот будут проходить. Здесь у нас дверь будет устанавливаться. То есть камин с дверкой у нас будет. На данный момент мы сейчас второй ряд только подняли. Здесь получается под задвижку подготовили. То есть все, вот она так будет. Канал делаем приточной вентиляции. У нас в понедельник приедет бурильщик, пробурит нам отверстие в стене. Затем мы канализационную трубу здесь высунем и установим. Ну и задвижка потом все перекрываться будет. Дальше у нас воздух будет за топкой из шамота проходить и выходить, там отверстие потом сделаем все это. Все, сейчас у нас здесь еще ряд поднимается. И следующий у нас будет уже уровень пода. Тут у нас еще дымоход. Очень вообще необычный. То есть это уже было заранее прорублено все. То есть вот так вот. Да, страшно смотреть, конечно, на это. Ну, тут ничего не случилось. Нас заверил сам заказчик. То есть это отверстие они делали. Все это. То есть по наклону это все. Так как дымоход вообще находится вот здесь. Все, им пришлось прорубать. Ну ничего, все получилось. Вот дальше нам нужно будет только подключиться. Работа очень необычная вообще. То есть это все под штукатурку будет, это черновая кладка. Дальше это все будет декоративная штукатурка штукатуриться и краситься будет. Необычно будет смотреться вообще. Очень нестандартно. Вот как-то так это сейчас все выглядит. На улице у нас уже 20 ноября. Мы тут материалы вытаскиваем, чтобы это все в тепле было. И вот так вот у нас это все выглядит. Дальше за ходом работ наблюдайте, буду показывать, где какие моменты будут довольно интересные. Остановлюсь, покажу, объясню. Ну вот мы подошли тут к самому интересному. Начали мы делать зуб уже. Кто-то скажет, кладка якобы некрасивая, швы большие. Но это все под штукатурку, не забывайте. Внутренняя часть сделана так, как будет нужно. То есть греться по сути будет только вот внутренний контур огнеупорного кирпича. Сзади здесь у нас идет, получается, вот она щель, снизу выход, там канал у нас идет. И все, получается, по всему периметру будет проходить у нас воздух, что с этой стороны, что с этой стороны. И плюс у нас еще здесь вот будет канал, то есть на дверку как раз будет воздух направлен. Начали зуб вот с такого маленького треугольничка, все запилили. Здесь уже получается вот этот ряд был заармирован. Подождите, вру. Вот этот вот ряд был заармирован. Один ряд мы сверху прошли, я не снял, это не показал. Сейчас дальше покажу, как армируем. То есть всю кладку через два ряда сейчас до самого верха будем армировать, пока мы не перейдем на трубу. И все. Далее сделаем короб для дверки. Установим это все, но дверка будет съемная, чтобы потом можно было заштукатурить и уже выставить размер, какой нужно, чтобы это все установить. То есть вот
Сзади по всему периметру тоже может гулять без проблем воздух. Ну и будет поступать это все в камеру горения. Интересно получится. Кто-то скажет, что это не будет работать, а я скажу, что это будет работать. По сути, это обычный дымоход в печке. Также подъем, опускание, но только тут все идет на подъем. Подъемы идут плавные, на возвышение. Ну и никаких резких углов здесь нет. В печке это как бы тоже все работает. И проблем никаких нет. Каналы опускания, поднимания, колпаки. Принцип равносильно тот же, но тут прямоточная система по сути. Так что все, наблюдайте. Мы дверку установили. Установлена она на короб с нержавейки тоже все. Зуб идет. Вот сверху лучше видно. Сейчас будем уже, получается, дымосборник делать. И дальше уже подключаться будем. Задвижка у нас будет не сверху стоять, а в бок повернутая. Дальше все покажу. А радиус сделаем вообще просто. Вот труба по НД есть. То есть у нас снизу были радиусы, сверху радиусы. То есть мы сейчас сверху просто соединились, грубо говоря, боковые два радиуса. И вот над дверкой у нас напуск такой небольшой вышел здесь. Так вот. Полукругом уже сейчас все пойдет. Ну потом общий вид, конечно, как бы мы уже картинку-то имеем, представление, как это все будет выглядеть. Интересненько это все получится. Но нас интересует больше внутренняя часть. Наружная часть не особо нам интересна. Самое сложное сейчас все полностью уместится. У нас места немного остается, чтобы сделать свод, задвижку, дымосборник, чтобы это все уместилось. И чтобы еще труба стояла не под 90 градусов, а с уклоном, чтобы потом зола эта вся имела возможность как-то скатываться в любом случае в трубу. Ну, в принципе, пока все сходится по размерам, вроде бы мы умещаемся. Ну, будем импровизировать, как всегда, в принципе. Сейчас ряд весь армироваться будет. И дальше последующие около 4 рядов каждый ряд будем армировать. Наблюдаем. Далее. Все, мы доделали полностью весь дымосборник. Все готово. Здесь у нас 3 ряда перекрытия. То, что не почищено, не обращайте внимания, как бы это вообще вся кладка черновая, но сделана с прочностью, с запасом. Здесь, получается, кладка отделена каким образом? Вот он лежит лист базальтового картона. То есть эта часть все равно вся отдельно стоит, никак не соприкасается, опять же, с наружной кладкой. Задвижка поворотная. Там потом, когда подключать буду трубу, я залезу, покажу, как это все изнутри. Ну а сейчас это изнутри вот так вот это выглядит все. Там небольшой, маленький треугольничек, мы его не смогли сделать.
ну, кирпичи просто не выходили, они падать начинают, то есть пришлось просто, ну, то есть ватой закрыть, ни на что это не повлияет вообще никак.